Всем привет, с вами Марти, и сегодня мы будем расстреливать, взрывать и всячески издеваться над российским грингазом FL Airsoft. И я абсолютно не сомневаюсь, что вы открыли данное видео только ради этого, но считаю полезным сначала немного рассказать о самом газе. FL Airsoft — это суровый грингаз из Челябинска, и это не шутка. Производит его российская компания «Первая линия». Собственно, сокращение FL расшифровывается как First Line, или по-русски «Первая линия». Это довольно известное на Южном Урале предприятие по производству лакокрасочных материалов. 2 года назад руководители компании, которые сами увлекаются страйкболом, решили замутить свой собственный челябинский грингаз, и для этого им даже не пришлось серьезно переделывать производственные линии. И это скорее плюс, чем минус, потому что упаковка получилась крепкая и практичная. В частности, защитный колпачок поудобнее, чем у китайских конкурентов, у которых из-за дурацкой конструкции после первого открывания крышка может легко слетать. Кроме того, использование стандартного баллона позволило снизить конечную стоимость продукта. Можете сами зайти в страйкбольные магазины и сравнить цены. И это при том, что реальный объем газа в баллоне от FL Airsoft заметно больше, чем у аналогов по той же или даже большей цене, но об этом чуть позже. Давайте посмотрим, к чему пришел продукт за 2 года существования бренда FL Airsoft. На данный момент в продаже есть баллоны 2 видов на 650 и 1000 мл. Это соответственно 300 и 450 грамм газа. То есть больший по размеру баллон содержит ровно в 1,5 раза больше грингаза, чем его меньший собрат. И по цене он выходит немного выгодней, поэтому лучше подойдет тем игрокам, которые любят очень много стрелять. Что касается качества и дизайна, все выполнено на достаточно высоком уровне. На баллонах не наклейка, а покраска методом литографии. Большая часть надписей на английском, потому что газ продается не только в России, но и на русском языке описание тоже есть. Кстати, газ FL Airsoft в прошлом году получил европейский сертификат качества, и, пожалуй, это единственный грингаз на рынке, прошедший подобную сертификацию. Одно из свежих обновлений – это замена клапана. Теперь он не металлический, а полимерный. И по заявлению производителя он стал более прочным и надежным. А давайте проверим. Сломать клапан действительно нелегко. Металлический, скорее всего, уже погнулся бы. Кстати, грингаз почти не имеет запаха, потому что для его производства используется высокоочищенный пропан. А сейчас пара слов о реальном объеме баллонов и китайской хитрости. Многие ошибочно полагают, что вот такой стандартный баллон грингаза имеет объем в 1000 или даже 1100 мл, как на нем написано. Но это нифига не правда. Вот он, баллон на 1000 мл, и как видите, он не только выше, но и немного шире своего китайского собрата, реальный объем которого, если пересчитать по правилам, менее 800 мл. Поэтому лучше обращайте внимание не на указанный объем баллона, а на массу газа внутри него. Это более объективный показатель. Теперь проверим, насколько магазинов и выстрелов хватит одного баллона газа на 650 мл. Специально для теста я купил Glock 18C от компании WE и 3 дополнительных магазина к нему. Важное примечание. FL Airsoft — это довольно мощный грингаз и предназначен для пистолетов с металлическими слайдами, в частности от компании WE. Пистолеты с пластиковыми затворами, например от Tokyo Marui, в базе могут быть и не рассчитаны на такое давление, и иногда могут вообще не стрелять из-за слабой курковой пружины. Но это зависит от конкретной модели и года выпуска, поэтому с маруйскими пистолетами придется либо использовать грингаз послабее, либо ставить более мощную курковую пружину, как сделал я. Этот тест был очень долгим и нудным, поэтому процесс заряжания шаров я решил вырезать.
Поскольку после каждого отстрела магазины изрядно охлаждались, мне приходилось делать небольшие перерывы, чтобы они слегка согрелись до комнатной температуры. Напомню, что любой грингаз сильно охлаждает и магазины, и оружие после отстрела. И если стрелять без остановки, то из-за падения температуры грингаз станет жидким, и вы получите следующее. Итого я уверенно отстрелял 60 магазинов или 1500 шаров. И это при температуре в помещении около 18 градусов и довольно интенсивной стрельбе. Напомню, что расход газа во многом зависит от температуры воздуха. В жаркую летнюю погоду расход газа намного меньше. Пора проверить баллоны на прочность. Начнем с расстрела из привода. Тюн почти 130. Честно говоря, я сильно удивился, что баллон выдержал. Значит, случайного попадания шара по баллону можно не бояться. А вот колпачок, к сожалению, оказался не очень прочным, но производитель сказал, что в будущем эту деталь заменят на более надежную. Посмотрим, как баллон выдержит взрыв гранаты. Снова удивлен, что баллоны никак не пострадали. Соорудим для гранаты отражающий экран. Лишь один из баллонов получил небольшую пробоину. Я был уверен, что оба разлетятся на куски. Попробуем добить баллон обычным кирпичом. Как ни странно, но кирпич его так и не пробил. Утечка началась из-за удара клапана о стену. Очевидно, что это самая слабая часть баллона, и его необходимо беречь, потому что клапан может выйти из строя даже от падения на асфальт с 1,5-метровой высоты. И, конечно же, всегда помните, что при нагреве любой грингаз расширяется, и если вы оставите баллон на солнце или возле отопительного прибора, рано или поздно с ним произойдет вот это. Если по вашей халатности произошло нечто подобное, пожалуйста, не жалуйтесь на производителя, а лучше заранее читайте инструкцию на баллоне, где русским по черному написано, что его нельзя нагревать выше 40 градусов. Друзья, надеюсь, видео будет вам полезно, с вас лайк, подписка, не забывайте о технике безопасности и используйте качественный грингаз.